Итак, сегодня на обзоре таксопарк Такси Хайп, который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла. Все чаще задумываюсь о смысле фразы «скорей бы импотенция, хоть бы для себя немножко пожить». А то все гоняешься за этой морковкой. Хотя, наверное, не морковкой, не знаю, за персиком, может быть. Ты гоняешься. Вот. И... может быть, тратишь время напрасно, это я сам с собой разговариваю. Может быть, пора каким-то образом перенаправить свои усилия, что ли, гоняться за чем-то другим, потому что нет успеха на этом поприще. Просто нету. И, наверное, нужно, знаете, хоть какие-то другие выгоды искать из этого. Ну, предположим, пожить немного за счет прекрасного пола. А чё, они все за наш счет, да за наш счет. Если есть возможность, ну помоги. Вселенная увидит это, отблагодарит тебя и пошлет тебя, хотел сказать, пошлет тебе. Господи, что ж такое говорю-то? И пошлет тебе что-нибудь бодрое, веселое, надежное, классное, богатое. Но вложи чутка, купи, блядь, лотерейный билетик, чтоб он выиграл. Сотри нахер вот эти вот стереотипы, что мужчина за все должен платить. Не надо! Заплати хоть раз сама, и тебе улыбнется удача. А если не улыбнется, попробуй еще 380 тысяч раз, как я это сделал. Не теряй надежду. Так, ладно, соберись, тряпка. Сегодня счастливый день, я чувствую. Ко мне идет моя Златовласка. Почему Златовласка, сейчас узнаете. Ждем. Вот это моя львица. Ты привет. Привет. Я, когда тебя сейчас увидел, я сам про себя подумал, а можно еще раз дверку закрыть? Что вот идет моя львица. А если идет моя львица, это я ассоциация к пышноте и цвету твоих волос, то значит я, возможно, тот самый лев. Ну, может, у меня не очень хорошо получилось. Скорее, что мне не очень хорошо после какой-то не съеденной еды, но суть ты поняла. Лев без гривы. Лев без грив. Ты знаешь, какая грива у меня была в молодости? Она была такая... Вот если бы сейчас привести сюда людей, кто знал меня в молодости, они бы не дали соврать. Я был рыжий и пышноволосый. Как я. Да. Но года идут, с годами приходит мудрость, а волосы уходят. Они так меняются, они встречаются где-то посередине, волосы пожимают руку мудрости и меняются местами. Мудрость остается, а волосы уходят. Зачем, я тебе тоже рассказываю, непонятно. Да и ладно. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Ты просто, ты как будто с солнца спустилась, то есть с небес. Богиня, вот так. Богиня, ты осчастливила меня своим приходом, и давай я задам тебе какой-нибудь расслабляющий вопрос. Ну, чтобы, так скажем, войти в ритм нашего сегодняшнего... Что же я такое делаю-то? Что падает? Свидание. Это провод падает, если что. Нашего свидания. Главное, чтобы не падало. Да, настроение. Да. Скажи, пожалуйста, вот очень все-таки приятно осознавать, что у тебя хватает времени на себя, чтобы заботиться об этом прекрасном теле, волосах. А чем ты занимаешься вообще, вот, ну, помимо тем, что, видимо, заботишься о своем теле? Вот очень интересно, есть ли у тебя какие-то хобби, например? Ну, хоть от чего-то оттолкнуться. Я тебе расскажу про свои потом. Да, у меня есть недвижимость, так, которая мне досталась по наследству. Вообще круто. Да. Вообще круто. Так. И я сдаю ее. Сдаю, получаю деньги, 300 тысяч. О, нихрена. То есть у тебя пассивный доход. Пассивный доход. Куда уж пассивней. Ну и, соответственно, все свободное время я трачу на любимые сериалы. Я смотрю турецкие сериалы.
Ты что, сумасшедшая, что ли? Куда ты лезешь? Ты нормальный, да ты видишь, куда ты едешь? Нет, ну до тебя моя жизнь была такой спокойной, и все шло так. Не знаю, почему естественно, ну, допустим. Так. Да, и ты мне понравился тем, что ты похож на Серкана Балата. Что ты тут делаешь? Все, прекращай, Серкан. Вот это поворот. Я знаю этот тренд. Не знаю, кто такой... Как все девчонки, кто да. такой... Девчонки Нет, кто такой... поймут. Серкан Балат. Серкан Балат, не знаю. Но я загуглю. Значит, ты знаешь, очень отрадно, что ты, во-первых, нашла свое, как не знаю, хобби или призвание, да, смотреть турецкие сериалы, что у тебя есть на это возможность. И что самое главное, у тебя есть... видимо, талант к просматриванию, потому что если ты все свободное время, а у тебя его, видимо, много, достаточно тратишь на то, чтобы смотреть сериалы турецкие, это же надо усидчивость какую иметь, я так понимаю, да? То есть он же там не один, я так подразумеваю, не два, да? То есть это какое-то прямо огромное время, я бы сказал, нужно для того, чтобы все-таки, ну, это хорошо, ты знаешь, это хорошо. Главное, чтобы тебе нравилось. Главное, чтобы тебе нравилось. Это главное. Так, ну ладно. Ну, в принципе, мне самое главное из того, что мне нужно было знать, я узнал. Я дальше даже никакие вопросы, в принципе, могу не задавать, потому что есть все-таки желание такое, знаешь, вот встретиться с человеком, который вот будет с тобой, ну, не просто, скажем так, вот там любовь и вот это все, всякие там интимные какие-то моменты, а чтобы он тебе и помогал и по жизни непосредственно вот финансовым участием, понимаешь? А у тебя с этим участием вообще все в порядке? Да? Может быть, да. Не, ну как может быть? Ты сказала, 300 тысяч получаешь, Но пока хватает. Вот. И я как раз думал о том, что было бы неплохо, чтобы как-то эти финансы уже в нашей паре распределялись бы, ну, с расчетом на то, что появился новый член команды, новый член семьи. Это я. Но у нас пока нет пары. Но она же появится, я надеюсь. Ты на меня хорошо очень реагируешь. Я похож на Серкана Балата. Ты зарабатываешь, получаешь просто с неба падает 300 000 в месяц. Поэтому я думаю, что мы вполне сможем с тобой... Чем ты занимаешься? С тобой прожить на эти деньги. А я чем занимаюсь? Я занимаюсь тем, что у меня есть какая-то работа, можно назвать даже ее бизнесом, вот, и я, соответственно, вот каким-то образом пытаюсь тоже зарабатывать деньги. Есть одно, просто видишь, небольшое обстоятельство, которое не позволяет мне развернуться в полной мере. Жена? Дети? Нет. Кредитная нагрузка. Квартира в ипотеке, автомобиль в кредите. Я даже вот есть возможность на определенных маркетплейсах покупочки разбивать на маленькие платежи, знаешь? Вот мне приходится даже этим пользоваться. И времени на турецкие сериалы совсем не остается. Более того, я тебе могу сказать, что остается денег буквально со всего вот этого вот, так скажем, всех этих расходов всего, ну раз уж мы пошли откровенно так, 70 000 рублей. Поэтому очень важно, чтобы ты поделилась своей вот этой возможностью и помогла мне в том числе каким-то образом, ну, получше, что ли, жить. Я думаю, что 300 000 нам должно вполне себе хватить. В смысле поделилась? Ну, ты будешь смотреть сериалы пока, вот, тебе же не сильно много денег надо, а мне нужно вот, ну, как-то вот подзакрыть свои долги, ну, и как-то побыстрее из этой ямы вырваться, понимаешь? То есть ты рассчитываешь, что я буду давать тебе деньги?
Не то, что рассчитываю, я уверен, наверное, что ты будешь это делать, раз я похож на твоего кумира, конечно. Ну ты же не хочешь, чтобы твой кумир выглядел как жопа из кустов. Ты же хочешь, чтобы Не хочу, но я хочу, чтобы мужчина, который рядом со мной, вкладывал себя, вкладывал в меня. Мои деньги, это мои деньги, подожди. Я в тебя вложу, ты просто даже сейчас не знаю. Хуй... Ты знаешь, я бы так грубо не выразился, но да. Нет. Как нет? В смысле нет? То есть у нас что, не будет волшебства? Волшебства? Ну да. Мужчина должен ухаживать, должен обеспечивать. Так а волшебство? Волшебство. Что? Чего? Ну, я про это. Я про это. А я говорю про то, что я не буду обеспечивать мужика. Нет, я понял, но волшебство-то у нас будет. Мы же начали с того, что я могу вложить. Ты точно угадала, что могу вложить. А почему нет? Ну, потому что... Потому что что? Во-первых, я тебя не знаю. Во-вторых, ты... Нет, когда мы уже... Нет, мы с тобой, да. Мы с тобой уже все. Мы с тобой живем у тебя. Мы получаем твои 300 тысяч. Нет. И волшебство будет? Нет. Почему мы не будем жить у меня. Почему? Потому что ты мужчина, ты должен заботиться этим вопросом. Каким? Где мы будем жить, что мы будем делать. Ты должен об этом, ты должен обеспечивать. То есть получается, что... Что получается у нас? Что ты предполагаешь, что твоих 300 тысяч нам не хватит, правильно? Я предполагаю, что мне моих 300 хватит. Так. Но мои 300 это мои деньги. Есть предложение. Какое? Давай так, мы начнем жить, да, и посмотрим, если вдруг нам будет не хватать твоих 300 тысяч, то мы, точнее не мы, а ты устроишься на работу. И часть сериалов просто будешь, ну не знаю, может ночью смотреть тогда, раз у тебя будет теперь время на то, чтобы найти хорошую работу высокооплачиваемую. И, соответственно, там уже будет 400, а может и 500 тысяч. Вот тогда, мне кажется, нам 100% должно хватить. Вот я уверен, 500 тысяч нам что, не хватит двоим прожить? У нас ни детей, ничего, квартира у тебя своя, бизнес тебе оставили, там 300 тысяч падает, еще работать будешь. Вообще шикарно, ты как? Нет, извини меня, ты не охуел. А почему? Вот ты То есть... разговариваешь. Так, ну, а почему, а в чем? У меня есть доход. Так. И ты мне еще говоришь устроиться на работу. Ну, блин, у меня же, я же тебе говорю, я потом раскидаюсь с кредитами побыстрее. Так раскидайся. Ну, для этого мне нужна помощь. Устройся ты на работу. Это же твоя проблема. Так я уже работаю. Прикинь, мы же говорим о том, что я же не смотрю сериалы, просто у меня кредитов много, ипотеки, кредиты. Это твоя проблема. Я То есть я должна свои сериалы оставить, чтобы тебе помочь закрыть твои долги. Нам, не нет, тебе. Нет, не нам. Не нам. Не нам. То есть... Ты хочешь сказать, что? Что мне что придется сделать? Что еще на вторую работу, что ли, пойти? У тебя будет Пойди не одной на вторую работы, а... Если у тебя есть какие-то проблемы, это твои проблемы. Ага. Пойди на вторую работу. Ага. Но я не брошу свои сериалы, потому что у тебя какая-то проблема. Нет, у меня нет проблем. Я познакомился с шикарной, красивой, сексуальной, богатой тёлочкой. Тёлочкой? Да, и мне хочется, чтобы она просто раскрасила новыми красками мою жизнь, нашу жизнь. И у тебя есть для этого все возможности. Я же тебе говорю, это крайний случай будет. Если вдруг нам не хватит этих денег, мы поживем месяц, сразу поймем. Если нам не хватит этих денег, ты сразу же на следующий день устраиваешься на работу. Нет. Ты не знаешь, от чего отказываешься. Ты не знаешь, ты не знаешь. Ты знаешь, ты говоришь, волшебства не будет. А ты знаешь, какой я волшебник? И не хочу знать. Подожди, почему ты не хочешь? А зачем я тебе нужен был изначально? Хорошо, как ты планировал наше первое свидание сейчас? Что мы поедем куда-то? К тебе сразу. Сразу ко мне? Да. А что? По-моему, очень ты реально волшебник. Да. На голову волшебник. Да. Угу. Ну ладно. Ну и что делать будем? Мы с тобой делать ничего не будем. Я так подумала, что нахуй нам это не надо. Вот честно. Ну подожди, не говори за всех. Нет, не подожди. Ты сейчас несешь полную чушь. Ты охуел.
Так. Чем ты отличаешься от другого мужика, которого я сейчас на улице за руку поймаю и скажу, пойдем ко мне? Чем? Вот я ж тебе, Что ты можешь мне дать? я ж тебе сказал, я волшебник. Ты не хочешь... Ты не просто- волшебник, ты долб... А, так, да. Ты понимаешь? Это ненормально, что на первом свидании ты мне говоришь, что я должна нас обеспечивать. Так. Так и тебе это ничего не стоит. Тебе бабки падают сверху. Да с таким успехом я вернусь к своему бывшему, который такой же долб... Извини меня. Честное слово. Видимо, ты притягиваешь очень Видимо, притягиваю каких-то хороших людей и просто конченых. клеймишь их какими-то нехорошими Нет, извини словами. меня, но это надо закончить. Да? Иди-ка ты на. А. Почему? Почему? Отчего же ты с Алёшкой? Несчастливо, несчастливо. Дальше не помню текста, но, в общем, видимо, все-таки дело. Вот чувствуете, да? Вот вы чувствуете тонкую вот эту штуку, которая прозвучала. Видимо, дело не во мне и не в ее бывшем. Просто дело в ней. Это не мы два. Как она сказала, какое-то слово такое, фу, у меня аж изжога началась. Нет. Это дело в ней, это она проблемная, не хочет делиться бабками. Она хочет, чтобы все приходили со своим саквояжиком, со своим кошелечком, со своим узелком, набитым долларами и делились с ней, а она не хочет делиться. Вот как так? Вот как так? А что, мне много надо? Серкан Балата можно по выходным смотреть. Тем более я на него похож. Я что, реально на него похож? Не знаю, кто это, но надеюсь, это клевый чувак. Упустила она свой шанс. А могла бы лежать в одной постели со звездой турецких сериалов. Да. И этот волшебник мог бы, скажем так, оказать определенное влияние на ее... Да, интимную жизнь в том числе. Но... Видимо, входной билет дороговат для меня, и волшебства у меня не будет, пока я не принесу чемодан с бабками. И так всегда, но это, конечно, проблема. С другой стороны, друзья мои, нет никакого секрета для общения с женщинами. Его нет. Неважно, как вы выглядите, неважно, какое у вас образование, какие у вас достижения, какой у вас характер, что у вас вообще происходит везде. Но если вы состоятельная жопка, то вам открыты двери в любые двери. Вот, и в любые, проходы. И тогда волшебство в вашей жизни будет происходить чаще, чем на арене цирка с фокусами. Вот так, друзья мои. Вот поэтому отбросьте все сомнения, все вот эти потуги, спортзалы, там вот это вот все барбершопы, нахер, пупчхи, зарабатывайте бабки. И все. И вы можете выглядеть, как я уже сказал, как жопа из кустов, но дверки для вас, конечно же, приоткроют. Цинично, но факт, к сожалению. Поэтому... работайте, кто на 2 работах, устраивайтесь на 3, кто на 3, на 4 и так далее, пока не сотрете свою морковку по самые ягодицы. Это, конечно, пессимистичный сценарий. Надеюсь, что в вашей жизни все будет происходить по-другому, и вы просто убьете человека. Наповал сразите своей харизмой, обаянием и зарплатой в 27 500. История моей жизни. Босс, в чем секрет успеха? Ты действительно хочешь это знать? Я расскажу тебе, в чем секрет успеха. Когда-то я работал в обычном таксопарке, и у меня не было ничего. И только тогда, когда я перешел в таксопарк Такси Хайп, у меня появилось многое. А именно, невероятная служба поддержки, огромные заработки и, что самое важное, моментальные выплаты. Хочешь после смены отдыхать? Так же. Подключайся к таксопарку Такси Хайп, и все у тебя изменится к лучшему. Да, девочки? Да, босс. Тебя довезут в безопасности быстро, как полагается, как за министра. Подъедут к дверям, если это возможно. Такси Хайп водителям это не сложно. Ребята с такси в разговоре поддержат, а если не хочешь, молчанием утешат. Главное, чтобы вы остались счастливы. Такси Хайп всегда остается учтивым.